Здравствуй, любители программирования, робототехники, 3D-моделирования. Сегодня продолжаем видеоурок, посвященный Castle Game Engine, разработке игр. Тема сегодня UI, точнее, как переводится, User Interface. Интерфейс. Соответственно, мы просмотрим, какие возможности интерфейсов пользовательской графики можно использовать уже встроенно здесь у нас в реализацию. То есть у меня сейчас вот представлено простой интерфейс, там, условно, который показывает нам наличие жизни, условно, сердечки и монетки, которые собираем. Реализация простая, пока тут все плоско и квадратно, но уже достаточно быстро работает, и можно с этим взаимодействовать. То есть она также остается наподобие, как мы задаем в Unity в Canvas. Здесь, соответственно, создается в отдельном viewport, элементе viewport, так называемый. И, соответственно, с помощью вот именно этого viewport мы и приводим отображение плоских графических объектов. Так, ну вот она так вот отображается примерно, визуал, картинка, текст, это все можно добавить кнопки, соответственно, по взаимодействию процесса, эта реализация будет, соответственно, достаточно простая. Так, ну давайте посмотрим, как это работает. Так, у нас есть, соответственно, во viewport правой кнопочкой мыши можем добавить элементы интерфейса, так называемые. И здесь у нас представлен button, checkbox, цветовой квадратик, условно, прямоугольник, crossbar, дизайн, edit, castle. Давайте по очереди разберем. Итак, у нас button, вот он button. Вот эта кнопка. По умолчанию она, соответственно, в левом все элементы, в левый нижний угол распределяется, чтобы настроить, например, какой-то поставить якорь, как у нас делается, например, в Unity, в какую-то определенную область, чтобы он не спускался, соответственно, выбирается load и выбирается, где этот должен, соответственно, товарищ располагаться. То есть справа корректно относительно, соответственно, вот, то есть он будет всегда с этого места заякорен в этой области. Примерно. Соответственно, у него есть некие дополнительные характеристики, связанные там с событиями нажатия кликов, например, нажатия клавиш и, соответственно, обработки событий. Можно отдельно, можно, соответственно, в общий вариант писать. У нас, соответственно, то есть общий код имеется в виду оформлять. Здесь мы можем поменять цвет шрифта. Логично, я думаю, понятно. Так, соответственно, вот мы настроили. Нажимаем галочку, и, соответственно, он изменился. Если мы будем, соответственно, менять цвет ему какой-нибудь, то он, соответственно, автоматически будет меняться под нужное описание. Так называемый базовый вариант. Есть, соответственно, общий расширенный вариант, когда мы можем, соответственно, настроить. Настроить, видите, можно, когда наводим мы, когда убираем курсор, тоже это, соответственно, мы можем это реализовать. Что у нас тут? Бэкграунд. Можно, соответственно, включить-выключить отображение варианта наложения, соответственно, цвета. Можем, соответственно, поколдовать с фоном, если у нас получится. Вот он подсвечивается там, соответственно, под определенные задачи. Попробуем, может быть, что-нибудь получится. Если нам нужно изменить, например, когда мы наводим курсор на него, то есть у него в All, соответственно, общий настройка, там Disable, Focus и так далее. Вот в фокусе, например, посмотрим, настроим, например, зеленым, пусть ярко-зеленым цветом выделится. Вот я навел, и он сразу выделился. То есть при нажатии, например, там, не знаю, пусть будет желтовато-красным. Так, он что-то отказался. Может, потому что здесь мы сейчас сделаем вот так. Нет. Хотя пресет должен был, да, сработать.
Так, disabled. Сейчас посмотрим. Ну вот это когда в спокойном состоянии, зеленый. Это правой кнопкой. Правой кнопкой нажимаем, пресс, он становится оранжевым. Он становится оранжевым. Правой кнопкой мыши. Это у нас, соответственно, условно нажатие будет определяться. Так, это у нас, соответственно, кнопка. Ну, соответственно, можем посмотреть, что у нас еще есть. Логично, вы уже знакомы, наверное, с лейблом. То есть лейбл у нас он есть. Здесь можно лейбла настроить также, соответственно, и цвет, и шрифт нашего, соответственно, текста. Так, и размеры. Если мы масштаб увеличим, соответственно, вот 10 раз, ну, соответственно, размеры. Можем, соответственно, не размер, например, увеличивать этот шрифт. Тоже так можно делать через font size. Ну, то есть в свойствах уже можно посмотреть, что там можно настроить и как это будет выглядеть. Так, ну вот попробуем сейчас color. Да, вот сделать цвет, соответственно, как мы хотим. То есть достаточно быстро. Здесь, я думаю, никаких проблем нет. Чтобы изменить название текста, соответственно, нам нужен caption. Caption и, например, там он кириллицу не всегда хорошо понимает тогда. Ладно. Game. Вот так напишем Game Full Castle, например. Вот я изменил. У нас, соответственно, подключился. Со шрифтами сразу было видно, что он не распознает кириллицу. Скорее всего, нужно будет подключать шрифты отдельно через, наверное, Custom. Да, здесь где-то вот тут, наверное, через настройки. Подключать я не подключал шрифты кириллические, но, соответственно, скорее всего, это можно сделать. Так, касательно лейбла, я думаю, понятно. Также у каждого объекта есть свои классы, типы данных, точнее, tcastle button, соответственно, button, tcastle label, соответственно, label. Отвечает за лейбл элемент. Если мы хотим, например, вот у нас есть элементы много, то есть разных элементов, например, вот такие вот, как чекбокс. Так, где у него тут есть у него увеличение формата. Бокс, например. Назовем его. Вот size. Так, размер. Это слишком большой. Например. Вот, получше. И у нас есть вот некий чекбокс. Да. Который, соответственно, будет определять нажатие курсора, там, соответственно, на него. Ну, чуть попозже посмотрим, как это будет работать. Скорее всего, тут событие нажатия тоже присутствует. Можем его расположить, там, соответственно, в этом порядке. Так, что у нас тут еще есть, кроме чекбокса? У нас, соответственно, есть color rectangle, то есть мы можем закрашенный элемент, который можно будет добавлять потом, соответственно, иерархически выделять в некий, то есть фон такой делать. Соответственно, в чекбокс можем тоже, соответственно, добавлять цвет, настраивать, размер, положение, то есть обычные настройки, которые присутствуют для всех вот 2D формата. Так, ну, соответственно, это вот самый примитивный вариант. И, конечно же, мы можем добавить image, то есть с помощью... Так, где он тут?
Вот он. Угу. Вот image. И, соответственно, чтобы добавить image, нам нужен URL изображения использовать. Ну, вот, например, я вот такой. То есть в данном случае он по размеру, конечно, растягивается. Желательно размер картинки уже использовать заранее подготовлен под какой размер, потому что здесь иногда не очень хорошо он изменяет этот размер как раз. То есть, как видите, вручную настроить размер здесь тоже, и вот здесь у нас не факт, что получится. То есть Translate у нас есть, соответственно, а размер именно само изображения относительно недоступен, только есть автосайз, соответственно, под размеры дочернего объекта. То есть, если я, например, положу в Rectangle и попробую, например, включить автосайз, так, и он где-то пропал. Так. Ну, тут тоже не работает. Если мы full size используем, то он заполняет именно область нашего родителя. Так тоже он может сделать. Если нам нужно по размеру уже конкретно где-то там выставлять, то нам нужно заранее уже подстроить его размер. Давайте сейчас попробуем это сделать. Так, сейчас я вспомню, где у меня лежит это все. Так, дата. Вот у меня grid, у него размер 100 на 100. Вот давайте попробуем grid сейчас. Еще вот есть одно изображение, и мы к нему добавим элемент изображения grid, который, соответственно, 100 на 100. И вот он grid 100 на 100, но уже меньше, намного. То есть размер сразу подстраивается под нужный нам элемент. Ну, на основе можем, соответственно, эти размеры мы в Paint регулировать, а тут, соответственно, отображать, как это будет работать. Обратите, тут иерархия соблюдается, поэтому нужно аккуратнее там с элементами, кто за кем идет, тоже он может друг друга перекрывать. И не могут быть недоступны эти объекты. Если нам нужно, например, выровнять по вертикали или горизонтали, то есть специальные элементы, которые называются... Так, где они? Группы они называются. Вот горизонтал групп и где-то вертикал групп. Соответственно, горизонтал групп позволяет нам... Давайте попробуем сейчас добавить сюда. Вот так. И Ctrl-C, Ctrl-V. Вот, я, соответственно, добавил 3 кнопки, и они в горизонтальном положении строго выстроились, соответственно, как мне нужно. Там, например, для меню какое-нибудь или еще. Если мне нужно, соответственно, такие как варианты отступы, и отступы имеются от края до края, это от сверху снизу, и пробелы. Соответственно, пробелы у нас спейсинг, а отступы паддинг. Если мы пробелы, так сказать, делаем, например, 50. Соответственно, если расширить хочется границы не вплотную, то можем, соответственно, поставить вот такие вот отступы. И мы получаем вот такую вот рамочку с нашими кнопочками. Соответственно, которые можем анализировать события нажатия. Ну, по такому же принципу работает и Vertical Group. Соответственно, у нас есть Vertical Group, и мы сюда можем добавить, ну, например, чекбоксы. Вот чекбоксы. Соответственно, тоже можем это реализовывать. Так, ну, соответственно, frame color, это мы можем настроить рамку, если, соответственно, она включена. Угу. Тут не сильно, конечно.
Ну да, тут еще можно поговорить с цветом чекбоксы. Checkbox color. Это, соответственно, сам ячейка. Сама ячейка, например, давайте вот поколдуем в настройках. Мы можем так сделать. Вот, соответственно, ну и можем и поработать и с текстом. И с текстом. Так, текст color. Вот так пусть будет. И попробую сейчас подправить. Ну вот, теперь это все достаточно видно. У нас есть, соответственно, структурировать можем быстренько по вертикали, по горизонтали. У нас есть кнопки, как минимум, есть изображение, есть специально выделенные квадраты, где можно тексты писать, лейблы. Это вот самый стандартный набор. Так, ну что у нас еще есть тут, соответственно, давайте посмотрим, какие варианты еще есть. Есть у нас edit integer, float, edit to castle, edit. То есть еще есть разные варианты окон для ввода, например, любых элементов типа текстовых. Где можем вводить текст, потом нажимать там Enter, условно, и он должен обработать по какому-то процессу. Так, там, например, вот таким вот образом. Например, я прям в режиме реализации ввел текст. Ну и, соответственно, в компилируемом варианте его тоже можно, соответственно, изменять и вводить. Также его можно настроить иерархически, в каком положении его мы делаем так, чтобы он, соответственно, располагался и якорился. Ну и, соответственно, уже обрабатываем на основе этого тот текст, который, соответственно, мы вписали. Ну, соответственно, во вкладке текст. Можно, то есть, внутри сразу писать, и можно писать сбоку в свойствах. Это тоже вариант возможен. Соответственно, есть даже отдельное свойство пароля введения даже. Видно, для обработки каких-то кодовых значений. Ну, там нужно смотреть по документации, что там еще подразумевалось у разработчиков. Есть также отдельный integer, то есть ввод именно числовых значений. То есть если буквы, он мне уже не даст ввести. То есть такая заготовочка, которая позволит, например, избежать логики введения букв, например, для пользователя. То есть чтобы, соответственно, облегчить разработку. Мы это можем тоже использовать. Так, image я показал. Mask, соответственно, mask используется для создания изображений с прозрачным фоном. Ну, у меня такого сейчас пока нет. Когда нужно что-то закрыть, что-то прикрыть, например, те же самые эффект прицела, бинокля, ну и различные варианты там, наложения карт на поверхность. То есть это вот все сюда можно добавить. Так, navigation, там, соответственно, управление по карте. Условно можно скроллинг. Также можно применить с вами еще scroll bar. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Ну, один из вариантов это, например, создать, чтобы было видно, color rectangle. Так, рассмотрим добавление скроллинга. С помощью правой кнопкой Scrolling View. Scrolling View добавим в Rectangle. И вот таким вот образом, легким способом мы растягиваем и добавили мы скроллинг. Соответственно, здесь мы можем добавить, например, Group Vertical, в которой расположим
Ну, соответственно, какие-то кнопки. Например, вот таким вот образом. Так, соответственно, отступы сделаем. Так, и, например, еще такие vertical group реализуем. Несколько вариантов. Ctrl-C, Ctrl-V. И вот у нас уже есть некий скроллинг. Реализация скроллинга. Вот таким вот образом. Например, как пример реализации скроллинга в Castle Game Engine. Соответственно, для графического интерфейса. То есть вот многие вещи мы уже с вами посмотрели более-менее. Есть еще элемент Touch Navigation, который, соответственно, отражает нажатие клика на область, соответственно, область экрана. Тоже можно использовать в качестве, там, соответственно, в какую область экрана мы кликаем и, соответственно, что он должен там делать в зависимости от этого. Вот примерно основные базовые варианты, связанные с настройками или дополнением UI интерфейса, который можно в дальнейшем использовать в нашей игре. Ну а следующим уроком объясняющим будет касательно взаимодействия с UI интерфейсом, нанесения урона, зарабатывания денег, соответственно, с помощью касания или клика. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание.